Дорогие друзья, если вы помните, я дарила вам ритуал «Сила викинга». И я сказала, что я еще подарю ритуалы, связанные с викингами. Потому как существующая скандинавская сага, о которой много говорят, и некая такая мифическая сага, которая наполовину известна, что-то там вроде бы уже опубликовали, что-то написали, даже снятые фильмы на основе скандинавской саги. Но есть несколько вариантов скандинавской саги. Одна часть помогла полностью раскрыть богов, да, нормандских, которые, в принципе, после стали и германскими богами. Одним словом, кельты, норманы, скандинавские народности, народы моря, которых условно называли всех вместе викингами, они имеют общие корни. Не все, но некоторые англосаксонские племена тоже имеют нормандские корни. Поэтому в мифах англичан, в теологии англичан сохранилось очень многое, что напоминает ту же самую скандинавскую сагу, нормандскую сагу. Народы моря, суровые народы, и суровые их боги. Боги, которые дали им определенную тайнопись, и которая была известна только жрецам. Воины. Воины от мозга костей до такой степени, что, наверное, только у скандинавских богов есть определенное место, определенное место покоя для душ воинов, Валхалла, где главенствует Один. И валькирии, которые забирают души павших воинов, храбрых воинов. Считалось, что не имеет значения, какому народу они принадлежали. Их души забирают в Валхаллу, и там они между собой братаются. То есть говорится о том, что лучшие воины должны не воевать друг с другом, не биться, а быть братьями. Однако в Валхалле воины не могут спокойно сидеть, поскольку их удел война, они привыкли воевать, и им, скажем так, спокойно там не живется, если можно так назвать. И они всю ночь пируют, а днем выходят, сражаются, снова убивают друг друга, и к ночи снова воскрешают, и снова продолжается бесконечный пир в Валхалле. Быть может, отголосок именно скандинавской Валхаллы находит этот отголосок в некоторых религиях, в которых воинам обещали красивых женщин или девственниц за их храбрость, поскольку валькирии были девственные девы, которые должны были ублажать воинов и должны были помогать им в сражении. Очень может быть, потому как все мифы и все, которые на самом деле, не скажу, что мифы, просто боги раскрывают немного свои тайны. И это мы условно называем мифами, на самом деле они далеко не мифы. Очень может быть, что имеет общие корни. Вот оттуда и, следовательно, сказания о девах и о том, что они достаются лучшим воинам за их храбрость и преданность. Поскольку воин – это тот человек, благодаря которому продолжается человеческий род, продолжается род народов. Поскольку они, отдавая свою жизнь, да, жертвуя своей жизнью и сражаясь за свой народ, дают возможность своему народу продолжиться.
существовать на этой земле, то есть продолжают генетику. Есть генетика у народа, значит, народ питает энергией своих предков. Значит, есть связь между предками народов и живущими на Земле, которые носители тех же генов и так далее. Здесь очень много, скажем так, переплетений, о которых мы говорили, еще поговорим с вами. Итак, я вам тогда подарила силу викинга, и очень многим этот заговор помог. И даже у нас из Норвегии зрительница очень красиво сняла этот ритуал на норвежском языке. Дело в том, что пишется немного по-другому, но произносится по-другому. Я постаралась произнести как можно более схоже, да, норвежскому языку, но если кто знает, было бы приятно, если бы вы сняли, мы бы загрузили и в вашем исполнении в том числе, потому как вы понимаете, что не зная языка, не так легко произносить, как положено, но я постаралась это сделать. Итак, человек, который мне предоставил эту тайнопись и помог мне на этой основе правильно составить заговор. То есть этот заговор переданный, но он немножко улучшенный, поправленный, поскольку язык деформируется, меняется, и чтобы он был более понятен современным людям, знающим скандинавские языки. Сегодня я хочу подарить вам второй заговор. Точнее, не только заговор, а ритуал с заговором на норвежском языке. Называется «Удача викинга». Понимаете, как воины, народы моря, с суровым климатом, они надеялись на удачу. И самая главная клятва была клятва удачей. Они клялись своей удачей. Викинги оставили очень большой след в мировой культуре, невзирая на то, что они не придумали ни письменности, ни особо книг не писали, и были грубые просто воины. Во-первых, тот же самый шведский стол, который, вы знаете, это пришло от викингов, потом шведы переняли, ну, собственно, они тоже потомки викингов, народов моря. И после пошло по миру. Шведский стол, то есть раскладывали все, что есть, вареное мясо, жареное, овощи и прочее, то, что было в северных странах. И человек просто брал все, что хотел, и ел. То есть ничего там особо не готовился. Отсюда вот шведский стол. Ну, грубоватые люди, у которых не было времени на утонченные какие-то манеры. Они воевали, они должны были воевать, добывать еду, добывать добычу и прочее, прочее. Еще одна традиция викингов – это оздоравливать свою кровь, генетику. Когда на островах, они в основном островные народности, как правило, уже практически все роднились, и нельзя было брать в жены близкую родственницу, викинги просто уходили за женщинами, они их крали. Они подходили к берегам, хватали женщин и увозили с собой. И таким образом в средние века, уже в раннее средневековье, появились женщины, у которых внешность немного отличается от исконных белокурых, да, голубоглазых викингов. Это женщины, которые были украдены из разных стран. Есть даже такая версия, что викинги доплывали до берегов Африки и там забирали женщин. Ну, женщин не чернокожих, но, по крайней мере, темноволосых южных народов. И некоторые королевы викингов, которых описывали, да, там жрицы, королевы викингов, в описании римлян были далеко не скандинавской внешности. Светловолосые, даже нашли как-то, значит, как оказалось, то есть скелет, останки жрицы древних культов викингов. И
И оказалось, что она была азиаткой. Очень выраженное лицо азиатское, просто монголоидная раса. И как она туда попала, большой вопрос. Так что не такие уж они были закрытые, очень много путешествовали и добирались до разных материков. Итак, ну да, еще забыла вам сказать, что наш великий князь Рюрик, которого призвали, варяг, народ моря, тоже был потомком викингов и сам был викингом, естественно. И всегда клялся своей удачей, когда что-то обещал или говорил. Удача была самой главной, как бы главным путеводителем викинга. Без удачи его не было. Если у него не было удачи, он не был удачливый воин, он не был удачливый, скажем так, человек, не был удачливый вождь и предводитель и так далее. Поэтому удача – это очень составляющая часть народов моря, народов севера. Суровые боги не прощали ошибок, не прощали неуважения к себе. Итак, вот на основе того текста, который мне передали, мы улучшили с этим человеком, как бы осовременили, скажем так, некоторые слова, которые давно уже не произносятся, потому что тогда был совершенно другой язык. И я на основе создала, собственно говоря, этот ритуал, который хочу вам подарить. Поскольку язык очень сложный, естественно, я записала. Но когда будет в записи, там немного по-другому будет написано. То есть буквы могут быть немного такие разные. Как я уже говорила, норвежский язык – это как рык волка. Называли норвежцы, говорили, что они свой язык взяли у волка. Китайцы говорят, что они взяли язык у матери лягушки, поэтому китайский язык напоминает лягушачье кваканье. А норвежцы говорили, что они взяли свой язык у волка. Не зря Один, вот, пожалуйста, которого вы видите, и Валькирия, да, не зря их сопровождают волки, северные волки, которые дали им, подарили этот рычащий, агрессивный, сильный язык. Вы можете прочитать и произносить так, как вам удобно. Ничего страшного. Главное, чтобы вы передали основную мысль. Итак, вам нужна белая свеча, как символ севера, да, снегов и сурового климата. Статуи северных богов у вас дома обычным людям держать не следует, потому что северные боги очень, скажем так, строгие и очень жестокие. Если вдруг они почувствуют какое-либо там какое-либо непочтение к себе, то вы потом очень долго будете вымаливать пощады. Поэтому не стоит рисковать. Лучше вы не трогайте тот пантеон, о котором мало что знаете. Далее вам понадобится бокал или какая-то емкость с водой. Начитывайте 5 раз. У скандинавов 5, 15, 25 считаются священные цифры, потому что они делят мир на 5 измерений. Ну, об этом мы потом поговорим. И начитывайте, значит, держа в руках бокал или емкость с водой, чашу с водой, неважно. Выпейте воду и потушите свечу, но не дуйте. Лучше гасителем или пальцами, как вам удобно. Эту свечу можете использовать еще в других ритуалах. Любое время дня и ночи вы можете это делать. Если вам нужна удача вот в данный момент, или вообще нужна удача в жизни, удачи не хватает, вы знаете, что каждый язык обладает энергией определенной. И язык норвежский, который произносили веками, тысячелетиями, и их суровые боги знают этот язык, вы понимаете, что этот язык тоже обладает особой энергией. Не просто так я даю ритуалы на разных языках. Итак, как только у вас
получится то, что вы хотите. Вот, например, вам нужна удача выиграть суд. Вам нужна удача поступить куда-либо. Вы проводите этот ритуал. И когда у вас получается, вы выносите столько монет, сколько вам лет, и пиво. Покупайте хорошее, дорогое пиво. Открывайте, разливайте половину под дерево, остальное ставите рядом и оставляете монеты. Без никаких слов просто уходите. Скандинавским богам жертвовали пиво, жертвовали злаки, жертвовали вино, когда уже начали виноделием тоже заниматься на севере. Итак, начнем. Я бокал, естественно, в руки брать не буду. Главное, чтобы вы поняли, как это нужно делать. Слушайте внимательно, я буду включать несколько раз. О Гюде, Джекспер, Lycka Solen skiner i himmelen och jag skiner bland folk. Välprise dig, store Gude, evige Gude, härlige Gude. Ära till Gere Gude, och i mig stor härlighet. Lycka till, jag ber om rykdom, gi styrke, gi makt, och jag. Да, забыла сказать, я обычно окуриваю потом богам. Это вам не обязательно, но при желании, если хотите, можете это делать, собственно говоря. Я часто окуриваю, потому что их духам нравится запах и энергия благовоний, потому что это энергия земли, трав и прочее. Еще раз. О Gude, Jagsper, lycka till. Solen skiner i himmelen och jag skiner bland folk. Välprise dig, store Gude, evige Gude, härlige Gude. Ära till Gere Gude, och i mig stor härlighet. Lycka till, jag ber om rykdom, gi styrke, gi makt, och jag. O Gude, Jagsper, lycka till. Solen skiner i himmelen och jag skiner bland folk. Välprise dig, store Gude, evige Gude, härlige Gude. Ära till Gere Gude, och i mig stor härlighet. Lycka till, jag ber om rykdom, gi styrke, gi makt, och jag. O Gude, Jagsper, lycka till. Solen skiner i himmelen och jag skiner bland folk. Välprise dig, store Gude, evige Gude, härlige Gude. Ära till Gere Gude, och i mig stor härlighet. Lycka till, jag ber om rykdom, gi styrke, gi makt, och jag. O Gude, Jagsper,
Lycka till. Solen skiner i himmelen och jag skiner bland folk. Välprise dig, store Gude, evige Gude, härlige Gude. Ära till käre Gude, och i mig stor härlighet. Lycka till. Jag ber om rikdom, ge styrka, ge makt, och jag. Вот эти слова веками викинги произносили, обращаясь к богам, и получали от них удачу. После воду следует выпить, а свечу погасить гасильником. Но поскольку гасильник я туда положила, я вот так вот. Удачи вам, и пусть вам помогут суровые северные боги.